Привет, друзья! Пока Запад спорит об этике и регулировании, Китай официально включил режим «полный форсаж». Пекин планирует не просто развивать технологии, а создавать принципиально новую цивилизацию, полностью основанную на искусственном интеллекте. В рамках своего нового амбициозного пятилетнего плана до 2030 года Поднебесная стремится к абсолютному технологическому суверенитету. И для западных инвесторов и политиков это не просто звоночек, это настоящий набат. Когда в Пекине стартуют две сессии, те самые ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей и политической консультативной конференции, мир замирает. Но этой весной сценарий оказался запредельно агрессивным. В черновиках нового плана до 2030 года термин «искусственный интеллект» встречается, внимание, более 50 раз. Чтобы вы понимали, раньше такие позиции занимали священные для партии слова «реформа» или «развитие». Теперь же искусственный интеллект – это новая идеология КПК. Китай больше не хочет просто цифровизации, он стремится к полному технологическому доминированию. Цели Пекина пугают своей масштабностью. К 2027 году, всего через пару лет, около 70% всей китайской экономики должны управляться и пронизываться именно алгоритмами искусственного интеллекта. А к 2030 году эта цифра должна достичь 90%. Но и это еще не все. Пекин официально объявил человекоподобную робототехнику стратегически важной отраслью. Канцлер Фридрих Мерц во время своего недавнего визита в Пекин лично стал свидетелем этого прогресса. Ему показали целое танцевальное шоу, где главными артистами были роботы-гуманоиды. Но за этими грациозными движениями скрывается холодный расчет. Пока Фридрих Мерц аплодировал этим технологиям, Пекин демонстрировал, кто же будет диктовать условия на мировом рынке труда и производства уже через несколько лет. Друзья, масштаб китайских амбиций на 2026 год – это уже не просто экономика, это сценарий из жесткого киберпанка. Пока Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе тонет в своих бесконечных отчетах и в бюрократии, Пекин официально влил миллиарды в технологии, которые изменят само понятие человечности. Забудьте о свободном спутниковом интернете от Илона Маска, Китай строит свои собственные космические сети связи. Зачем? Чтобы создать глобальный цифровой купол. Пекин хочет, чтобы каждая передача данных в Азии и в Африке шла через их спутники. Это практически полный контроль над информационными потоками в глобальном масштабе. Если им не понравится ваш запрос в сети, они просто выключат вам доступ из космоса. Но самое пугающее – это прямые интерфейсы мозг-компьютер. Китайские ученые уже вовсю тестируют чипы, которые соединяют человеческий разум с нейросетью. Пекин называет это помощью инвалидам, но мы-то с вами понимаем, в руках авторитарного режима это идеальный инструмент контроля. Представьте систему, где реакция работника или солдата слеживается в реальном времени через вживленный чип. Это не фантастика, это часть нового пятилетнего плана. А чтобы запитать эту всю гигантскую цифровую машину, Китай рвется к термоядерному синтезу, то есть созданию искусственного солнца. Пока Фридрих Мерц ломает голову, как спасти остатки немецкой промышленности при таких ценах на электричество, Пекин планирует получить бесконечную и дешевую энергию. Если у них это получится, промышленность Германии может оказаться в крайне тяжелом положении, она не выдержит конкуренции. Рыночная стоимость этих отраслей уже оценивается в безумные 1,4 триллиона долларов. Пекин буквально покупает будущее, пока Европа пытается сохранить прошлое. А теперь самое важное. Западный мир надеется на свободный рынок и гениев из Кремниевой долины, а Китай в это время строит централизованную систему инноваций. Это не просто какой-то бизнес, это государственно ориентированный штурм. Представьте, целые провинции, такие как Цзянсу, превращены в гигантские лаборатории искусственного интеллекта. Там уже работает более 1500 компаний под прямым контролем партии. Государство само выдает им вычислительную мощность и вливает безумные субсидии, чтобы роботы и алгоритмы заменили людей на заводах уже к завтрашнему утру. Редкоземельный ультиматум – это оружие, которое страшнее ракет. Но самое опасное кроется в чрезвычайных мерах Пекина по захвату ресурсов.
Когда Китай говорит о самообеспечении полупроводниками и контроле над редкоземельными элементами, это не какая-то скучная экономика, это стратегическое послание Вашингтону и Брюсселю. Урсула фон дер Ляйен может сколько угодно рассуждать о зеленом переходе, но реальность такова: без Китая не будет ни одного ветряка, ни одного электромотора и, что самое важное, ни одной современной ракеты. Пекин контролирует львиную долю добычи и переработки этого сырья, и они уже показали зубы. В прошлом году Китай просто перекрыл кран экспорта в Соединенные Штаты Америки, вы знаете, поставил американскую оборонку в тупик. Еще в 2010 году Пекин обкатал эту схему на Японии, используя экспортные ограничения как политическую такую дубинку. Теперь этот козырь на столе в глобальной игре 2026 года. В Вашингтоне наивно сейчас сравнивать это с конкуренцией инноваций между Силиконовой долиной и Шэньчжэнем, но это ошибка. Это не битва программистов, это битва целых систем. Пока Фридрих Мерц пытается понять, где взять сырье для немецких автогигантов, Китай заявляет, суверенитет над ресурсами теперь так же важен, как и ядерное оружие. Пекин минимизирует свои уязвимости, пока Запад становится все более зависимым. Это не просто прогресс, это планомерная подготовка к моменту, когда Китай сможет просто выключить мировую промышленность одним росчерком пера. Друзья, главная проблема Европы и Соединенных Штатов в Америке в 2026 году – это именно старое мышление. Мы привыкли разделять: бизнес – это деньги, безопасность – это границы, а наука – это лаборатория. Но Пекин стер эти границы. В Китае промышленная политика и технологии – это такая единая стратегия национальной безопасности. Пока Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе тонет в тех же отчетах, разделяя экономику и защиту данных, Китай превратил всю свою госмашину в единый такой кулак. Это и есть та самая асимметрия, которая ведет нас к кризису, в то время как Вашингтон и Берлин пытаются замедлить Пекин санкциями и экспортным контролем, Китай, наоборот, мобилизирует всю систему для технологической автономии. И пока Фридрих Мерц в Германии ищет способы договориться о торговых тех же пошлинах, Пекин уже строит автономную систему, которую невозможно остановить запретами. И внимание, Запад мыслит сегодня квартальными отчетами, а Китай десятилетиями. Они строят цифровую крепость, пока мы надеемся, что свободный рынок сам все решит. Но реальность 2026 года такова: побеждает тот, чья система монолитнее, и Пекин здесь явно впереди. Сегодня главный вывод для каждого, кто держит деньги в акциях или фондах: забудьте о классических правилах рынка. Инвестиции в китайский техсектор через международные биржи или ETF – это больше не ставка на рост компаний, это ставка на политическую волю Пекина. В 2026 году ваши деньги работают там, где приказала партия, будь то микросхемы, искусственный интеллект или антропоморфные роботы. Помните, один политический сигнал из Пекина может резко изменить стоимость актива и взвинтить его просто до небес. Вы зависите не от прибыли, а от остроты конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Скачок, скажем так, в 90% – это сверхпроизводительность против старой индустрии. Сможет ли Пекин реализовать этот безумный план в точности? Никто не знает. Космические сети и роботы-гуманоиды не создаются по щелчку так пальцев. Но суть в другом. Даже если Китай реализует этот проект лишь хотя бы наполовину, глобальный баланс сил рухнет. Экономика, которая на 90% управляется искусственным интеллектом, даст такой взрывной скачок производительности, который традиционные индустриальные страны вроде Германии просто не смогут игнорировать. Пока Фридрих Мерц пытается спасти старые заводы у нас, Китай строит цифровую сверхдержаву. Этот пятилетний план не скучный отчет, это стратегический манифест. Вопрос сейчас звучит не так: получится ли у Пекина. Вопрос в другом: осознал ли вообще Запад, что он уже стоит на обочине истории? Гонка за технологическим выживанием началась давно, и финишная ленточка для многих может оказаться красного цвета. На этом пока все, будущее уже здесь, и оно говорит по-китайски: берегите свои активы и трезво оценивайте риски. Спасибо за просмотр.